в мой дом, в мою мастерскую. Слышно ли, видно ли? Дайте знать. Юля нам помогает. Да, добрый вечер всем. Привет. Привет. Ну, хоть кто-нибудь-то поставьте что-нибудь. Любой знак вопросительный, восклицательный. О, так, у меня все идет. Все ли в порядке? Ну, надеюсь, все. Раз вы молчите, значит, ничего не в порядке. Да? Так, я вам обещал в прошлый раз... ну вот сердечко появилось. Влада Камбур. В прошлый раз я вам обещал показать вот эту работу. Она называется «Невесомость». Мы с Юлей бывали в Индии, и я вам обещал еще какие-то ролики показывать оттуда. Но, собственно, это не ролики, а какие-то фрагменты из таких документальных фильмов. О, спасибо, что вы откликнулись, которые я делал. Мы с Юлей делали. И мы встречали в высокогорных Гималаях так называемых садху, которые не мерзнут почему-то. Ну, на самом деле, один из них подрагивал. Вот я даже альбом открыл. Это показать просто вам пока предварительно. Это Кедарнат. 4500 метров, по-моему, над уровнем моря. Ну, вот такие садху. Они не моют волосы. У них такие пакли, дреды такие. Вот. И из одежды у них практически ничего нет, а уже так снега, в общем-то. И, ну, было очень сильное впечатление. Ну, это горы, всякое такое, Гималайные горы. Так, это Юля. Мы с ней поднимались на гору, не помню, Васукитал называется. Да, и там купались в горном озере. И... отблескивает, бликует, да? Да. Ну, вот так вот будет хорошо видно. Впечатление очень сильное, потому что ты реально сталкиваешься с жизнью людей, которые живут, просто живут и стремятся познать то, что непознаваемое, и уходят в такую схему, отказываясь от мира, отказываясь от своих нужд, от женщин, от всего-всего, оставляя только свою любовь к истине. И так это запало давно еще в душу, что вот эта мысль о том, что я вернусь к этой теме и покажу человека, который взлетел как бы над всеми проблемами, над земными, и парит, что называется, идет по жизни, не касаясь земли. Да? То есть он как бы здесь и не здесь. Ну, вот такой образ мне пришел, и как-то на набросках, кстати, я заметил модель, которая мне очень понравилась и которая, на мой взгляд, отвечала вот этой идее. Я пригласил ее и начал работать, писать. И появилась такая работа. Это вот, кстати, храм Кедарната, храм Шивы. Я уже не помню, какого он там, не помнишь года? Ой, да, что-то он 2000 лет существует, да, где-то вот очень давно построен. И в моих фильмах подробно, касаемся этой темы, не подробно, но все-таки. То есть девушка, которая вот лицом вся в небесах и показывает, что она парит над землей, снега, холодно, но она вот в такой одежде. И сочинился текст на эту тему, который небольшой. Текстик, как я сочиняю иногда, вот каким-то значимым работам я его прочту. Между землей и небом, между звездами и галактиками ты видишь тайны веков и эпох,
связывая их нитью времени. Под тобой не холодный снег, а теплое дыхание жизни. Ты часть вечности и света. Твое сердце бьется в едином ритме Вселенной. Невесомость дарует тебе крылья, в ней ты нашла свой дом, истинную свободу и смысл. Ты расцветаешь в своей безмятежности. Ты свободна от земных уз. Ты обрела мудрость, которая никогда не умрет. Ветер дал тебе крылья, чтобы ты смогла взлететь выше небес. В твоих глазах рождаются и гаснут звезды. Ты – дух в бесконечной пустоте миров. Ну вот такое, значит, родилось. А сейчас я предлагаю поговорить и отвечу с удовольствием на ваши вопросы, коль скоро они уже здесь появляются. Юлечка, поможешь тогда? Читай мне, что Да. там есть. Руслан Листьев спрашивает. Вячеслав, добрый вечер. У меня такой Здрасте. вопрос. Есть такой художник Игорь Сахаров. В Ютубе много видео, как он учит живописи. Если вы знаете такого, как вы относитесь к его методу обучения? Я хотел бы, чтобы Руслан и другие сами спрашивали у своего разума и сердца, кто вам близок. Я никогда не опущусь, чтобы кого-то ругать. В основном, хвалить – да, а ругать – нет. И понимая, что каждый из художников на своем пути, и у кого-то бывают какие-то сложные периоды или наоборот расцветок, и кто-то, расцветая, может попасть в ловушку, зазвездиться. Такое тоже видел. Поэтому, извините, я не буду комментировать этого человека. Давайте дальше. Вы сами решайте, к кому вы идете, чьи картины смотрите, потому что каждый из нас, на своем уровне восприятия мира, от этого все зависит. Поэтому сейчас, если вам он нравится, придет какое-то время, вы можете измениться, вы просто подрастете и посмотрите на это с улыбкой. Давайте дальше. Михаил говорит, спасибо за репортаж с выставки Федора Захарова. У Да, него тоже хороший. есть что посмотреть. Еще Петр Фомин, Вячеслав Загонек. Попробуй посрисовывать их, чтобы уйти от срисовывания с природы. Такой комментарий. Да. Вы знаете, вот эта проблема, я бы назвал проблема, срисовывания, списывания или срисовывания с природы, она существует, не знаю, в головах многих художников, кто закончил академию и так далее. Мы же учимся всю свою жизнь, не секрет, и через какое-то время, даже если нас учат правильно выстраивать отношения, следить за цветом и композицией, все это выстраивать, и мы пишем картину, мы пропускаем мимо ушей или просто не догоняем. Может быть, я не знаю, учителя так говорят, что вот природа, наш учитель, так же говорят, следуйте натуре. Но это не значит, что нужно срисовывать. Это становится проблемой, когда художник начинает тупо копировать то, что он видит. И он не может из этого вырваться, потому что его так научили, и у него так получается, да и это еще покупают, да и это еще хотят. Как же не срисовать? А выскочить из этого, какой бы пример привести на тему срисовывания, да? Пока не приходит. Ладно, придет как-нибудь. Хотя что тут? Простой пример. Звуки птиц. Падает снег, скрипят я не знаю, полозья, тишина. Откуда-то взялась музыка. Ее же нет в природе. Она же сочинена музыкантом, композитором, который впечатлился этим скрипом, я не знаю, саней или не знаю,
кукушка кричит и так далее. Из ничего, из тишины возникло музыкальное произведение. Они возникают и возникают. Без конца. Вот хороший пример. Это говорит о том, что даже тишину не нужно копировать. Нужно, впечатлившись тишиной, можно создать такое музыкальное произведение, как я Никите Братусю. Братусю же надо говорить, склоняется же мужской род, да? Просил написать такую музыку, чтобы не ощущалось, что она есть, что как будто ее нет, как будто вот что-то такое, вот тишина. Но что-то звучит. Вы представляете, как можно какие сочинять произведения из тишины? Какие картины писать, руководствуясь вот этим принципом, когда ты не копируешь. Ну а чего копировать-то? Я не знаю. Ну хорошо, мы видим, собака с собакой дружит, кошка с кошкой дружит, да? Ну и что, мы будем слепо их копировать? У нас у мужчины и женщины появляются другие какие-то ходы. Извините. Ну, я говорю даже об этом как о творчестве. Не надо слепо копировать. Ну, ладно, давай дальше. Холст и масло спрашивает. Вячеслав, Холст и давно масло. хотела спросить, вы же длительное время работали в другой сфере. Тяжело в деньгах было переходить на живопись или все-таки частично еще где-то работали? Ну, фильмы делали вот с Юлей, они продавались на DVD, довольно много, Озон, там все это по всей России. Но просто стали падать продажи, сильно стали падать продажи. И пока это все поддерживалось, я в то же время я почувствовал, что мне очень интересно и комфортно вдруг стало в рамках не просто кадра монитора там, или там, телевизора, а в рамках холста. И я стал возвращаться. Это был 2010 год примерно. Ну и в 2012 я уже начал классы проводить и выставляться. А что касается денег, ну, тяжело, конечно, естественно, тяжело. Потому что ты возвращаешься в мир искусства, и тебя никто не помнит, и никто не знает. Ты с нуля. Вот. В то же ЦДХ я прихожу, в котором у меня с Назила все работы покупались просто в лед, и я прихожу, новые люди, новые выставки, новые покупатели, и меня никто не знает. И приходилось, в общем-то, какое-то время, ну, довольно-таки длительное время, работать в стол, работать на качество. Я всегда понимал и понимаю сейчас, что если художник искренен и пишет честно, и не дает, как бы, ну, не показывает работу, которая сырая. По крайней мере, я показывал работу, но они не были сырыми. Вот страсть, которую я там сейчас, даже сегодня я еще раз ее переделал, уже сегодня выложил и еще раз переделал, потому что увидел, блин, ну, там кое-что серьезно переписал. Но это не сырая работа. Но если вы чувствуете, что можно улучшить, конечно, улучшайте. Но если есть какая-то сырость, лучше не показывать. Я, наверное, сбился с мысли. Что Ну, это. по поводу денег, да. Да, ну вы просто ждете. Надо научиться ждать. То есть вы работаете на качество и готовы к тому, что если качество, вы уверены в качестве рисунка, живописи, композиции, то не бойтесь назначить хорошую цену и ждите. Ну, я бы так сказал. Давайте дальше. Алена Паломбрик передает привет из Сицилии. Привет, Алена. А Гала просит рассказать историю встречи с женой. Вот тебе раз. Лучше ты расскажи. Нет, она не хочет рассказывать. Нет, ну пусть какая-то тайна будет в конце концов. История встречи произошла на небесах с первого взгляда. Поскольку висит вот там портрет Юли, ну вот вам виден, вот там, где флоксы,
вам сейчас плохо виден. Давайте в следующий раз я его вам покажу и кое-что тогда там. Ну, просто там есть текст, который такой для меня очень важный, и я его прочту. Так, Холст и Масло еще спрашивает. Вячеслав, как писать свет? Я понимаю, что отношениями, но именно солнечный свет, возможно, тонально проще подбирать по цветовому кругу. Или подход к данному вопросу сложнее? Доверяйте глазу. Цветовой круг нужно изучить. Ну, противоположные цвета, да, дополнительные контрастные. Просто что их там изучать-то? Все просто. И отложить. А дальше доверять тому, что вы видите. И такой совет, когда пишете свет, ну вот освещенное там, я не знаю, солнцем улочкой, да? А пишите пока что посередине. То есть оставляя светлые куски на потом. Пишите, не замечая света. Пишите по теням, по полутеням. Вот всю эту гамму тонких отношений в тенях, в полутенях, в пятнах выстраиваете. Причем все, прописывайте все. Ну, как будто везде вот полутень. Да? С запасом, что вы ждете, когда ударить по свету. Ударяете по самому, я не знаю, ну, свет же делится в любом случае на тепло-холодный, да? Теплый или холодный, или смешанный. И вы выбираете, значит, делите опять по свету, там, по холоду, по теплу. И смотрите, они же в тоне отличаются. И в теплохолодности, и в тоне. Ну, вы можете начать с самого светлого, опа, и смотрите, ага, еще где-то там, включая блики. Потому что блик может быть ярче, чем какая-то там на асфальте тень, естественно, блестит что-то. Значит, запас должен быть. То есть вы выкладываете и по светам проходите опять с учетом тональных связей. Ну и все. Но сначала посередине. Юлечка? Да, Валперион просит рассказать побольше о вашем киношном прошлом. Ух ты, рассказать. Это как о музыке. Как-то, по-моему, у Максимова был Макаревич. И он спел песню. Максимов или Дебров Дима. Наверное, Дебров все-таки. И Дебров спросил, а что? Расскажите, что вы хотели, значит, в этой песне сказать. Он говорит, простите, но я могу еще раз спеть. Как же могу рассказать о киношном прошлом? Мы делали с Юлей фильмы, ну, которые надо смотреть. Это была часть проекта, связанная с тем, кто я такой, что я есть и вообще для чего все это вот нужно. И поездки в Индию в том числе, и съемки там. Это не просто заработать, вообще нам никто не платил, это все за наш счет делалось, и покупка сложного оборудования и камер. Но как-то вот начальство приносило, значит, какие-то доходы, на которые мы могли себе купить эти сложные камеры и все такое. Киношном прошлом. Но это такой очень скромный документ. Да, но сначала я пошел учиться на значит, режиссерское и операторское отделение в Останкино. И там преподавали очень крутые мастера, дедушки, как вообще это. До сих пор вы там видите блик вот здесь. Вот. Но это не случайно, это я вспоминаю их. Здесь мягкий свет, там жесткий свет. Это все так это помогло. Благодаря этому вырастают мои композиции. Я пишу, выставляя свет определенным образом. Так что... Ну, а потом студия своя и выпуск фильмов, связанных с, ну, познанием того, что не познается. И мы встречались и с Монтаком Чиа или Монтаком Дзяс, сняли 18, наверное, фильмов, да. И мы снимали Рамзы, и снимали Шебенду Лахири, и кого мы только не снимали, тех, кто... либо йоги учил, либо каким-то даосским практикам. Ну, в общем, целая жизнь была посвящена этому.
Это было очень для нас важно. Ну, мы делали то, что для нас важно. Пока что ограничусь этим, потому что я вот лишу себя надежды, что сайт Джоти, который был, мы его восстановим, и эти фильмы вам будут в доступе Мгм. для вас. Valperian Paintings еще спрашивает, а вас больше радует, когда покупают, потому что классно выглядит картина, или потому что это от вас? Интересно было бы продавать картины, не показывая лицо и личность. Я так и делаю. Думаю переходить не на торговлю не картинами, а личностью. То есть Личность должна сначала быть. Покупатель появится потом, когда у него, ну, возникнет трепет, когда вот это вот такое вот онемеет сердце, понимаете, когда он не сможет жить без этой картины. Но ее нужно сделать. А потом возникают люди, которым это прям вот очень надо. А что я должен еще сказать? Что-то... ну, интересно продавать картины, лично. не показывая лицо и личность. То есть... Так не показывайте. Вы показываете картину. Показывайте качество работы. Чтобы она так захватила, чтобы, как Юра Константиновна говорил, чтобы он жить не мог без этой картины, ну, там покупатель. Надо так написать, На что больше радует? что больше Когда радует. классно выглядит картина, то есть и поэтому ее покупают, или потому что это именно от вас, ну то есть как от художника? Вы знаете, это древняя еще истина. Если художник, да вообще, если человек, Рамаш Балсикар говорил об этом, если кто знает это имя, работает для того, чтобы заработать, ну то все, он не состоялся. Художник, если работает, чтобы заработать и думать о том, как он продает личность или картину, и что его радует, да не принадлежит уже тебе картина, когда ты ее сделал. Все, ты прожил, ты написал, забудь. Это уже другая история. Продажа, покупатель, личность, не личность, публичность. Стоишь ли ты рядом с картиной, не стоишь ли. Как-то в ЦДХ пришли там пара женщин, и они говорят, ой, как хорошо, что мы вас застали здесь на выставке. Я говорю, ой, как интересно. Почему? Вы не представляете, как для нас важно увидеть в глазах художника, пообщаться с ним. Ведь мы произведение впускаем в свой дом. Ну, я порадовался. И потом вот это рассказал, я не помню, кому я рассказал. Ну, кому-то рассказал, из галеристов, по-моему. И тот галерист сказал, что, господи, при чем здесь то, что ты стоишь на выставке? А если бы ты не стоял? Они же впускают в дом. А если бы ты был пьющий, какой-нибудь забулдыга, который раз прозрел и написал шедевр, Зверев, например, кирял, пил. Но были шедевры в моменты, когда вот высшего подъема, когда вот он в потоке. Да? И что? От этого произведение потеряло бы силу? Я озадачился. Так что не было никакого смысла стоять около этого произведения там, или там, ну, на выставке, да, там, или, да, 20 работ. Никакого смысла. Человек покупает, это все ерунда. Глаза, не глаза, смотрят они, общаются с художником, не общаются. Да он может вообще какой-нибудь. Ну ладно, я думаю, понял. Понятно, изложил мысль. Так что радует? Но, безусловно, радует то, что люди на этой же волне. К нам приезжают покупатели в нашу мастерскую. Приезжайте, если есть интерес, я вам покажу какие-то работы. И когда ты видишь, что они горят, что их сердца горят, что их дом будет наполнен чем-то, чем не был до этого времени наполнен, ну, конечно, это радость. Вот это радость. Радость – это сразу люди становятся близкими сразу, потому что на одной волне. И вот это, конечно, очень приятно. Что-нибудь ты скажешь еще, нет? На эту тему? Не знаю. Мне кажется, что
картина, не знаю, мне кажется, все равно, я не очень согласна с тем, что не важно видеть художника. Для меня вот, Ты например, бы хотела важно. видеть? Я бы хотела видеть, да, кто написал работу. Ну, не знаю, для Ну, ты же каждого можешь и по-разному. так по работе считать, как бы, Ну, что она несет. ну да. То есть это к тому, что Юля и я, нам не нужно видеть там глаза художника, потому что ты считываешь энергию напрямую, что она излучает. Ты чувствуешь, что, ну, хаос это, наполненность, любовь, сомнение, ну и так далее можно перечислять. Ты сразу это чувствуешь, сразу же. Потому что, ну, хорошо, вот человек идет по улице, со спины вы на него смотрите, вы сразу считываете, ну, как собака своего хозяина узнает, в какие бы он одежды не рядился, суфии говорят. Так и мы сразу узнаем, мы сразу можем портрет составить человека, которого мы видим со спины. Ну так ведь? Так что, ну и что, ты увидела бы человека, который Ну, продает работы, и что? Ну, все равно человек, если бы я купила работу, даже не зная бы художника, все равно бы я потом посмотрела в интернете, кто это. Все равно бы человек стал бы дальше узнавать о личности художника. Все равно. Как вы, друзья, напишите на эту тему, интересная тема. Что там дальше пока пишут? Да, Какаджан Шареев Арт. Правда Привет. ли, что нужно писать только на бельгийском льне, а остальное со временем испортится? Речь только про качество холста. Только на бельгийском. Только и бельгийскими красками, конечно. И бельгийскими кистями. И и бельгийскими мастихинами. Ну и, конечно, растворитель. Швейцарский не подойдет. Из Лондона тоже. Ну и, конечно, Ван Гог не подойдет. Я пишу, ну, по нищебродству мастер-классам, красками. И меня, в принципе, все устраивает. И холст покупаю любой. Просто прокрываю его грунтом, еще раз водоэмульсионным и пишу. Ну, как-то вот проблем не было ни у меня, ни у тех, кто покупает. Но, конечно, бельгийский лучше, конечно же. Давайте дальше. Я не хотел никого обидеть, тем более, я не знаю, Малевич, например, выпускает холсты. Нормально? Инга Пименова спрашивает. Учусь живописи 3 года, учусь онлайн, задание декоративный натюрморт не могу написать. Учитель говорит, что у меня импрессионизм, но ничего декоративного нет. Расскажите, если можно, о декоративных. Вот дальше пропущено. На. Расскажите на. Так. Подождите, расскажите на. Расскажите, если можно, о декоративных, ну, может быть, набросках она имела в виду. Да не, ну на декоративно на. На точка стоит. Ну да. Так, сейчас подожди. Учусь живописи 3 года. Декоративный натюрморт не могу написать. Ну хорошо, вы на кого-то ссылаетесь, Инга, декоративный натюрморт? Ну посмотрите, я не знаю, работы декоративные. Ну у кого? Фернан Лежи. Ну, кто вам нравится? Возьмите ту манеру, которая вам нравится, или, я не знаю, Матисса. Матисс говорил, что если не знаю, какой цвет положить, беру черный. Не знаю, почему так. Контуры какие-то. Так, и что? Не могу. Учитель говорит, что у меня импрессионизм. Декоративный нет. Так, спросите учителя, что он имеет в виду. Спросите конкретно. Так, учитель, товарищ учитель, покажите мне какие-нибудь репродукции, от чего мне отталкиваться. И будет проблема решена. Он скажет, вот, от этого. Хорошо. И на эту тему изобретайте. И все очень просто. Давайте дальше. Холст и масло спрашивает. Вячеслав, извините за нескромный вопрос. Как думаете, сколько вы за свою жизнь написали картин именно маслом? Ух, да кто ж их считает? Юля, сколько? Много. Много. Скоро выйдет каталог. Слава Да, Богу. делаю же каталог, я уже его практически сверстал. Да, очень большая работа. Там 250, что ли, страниц примерно. И там он будет интересен тем, что уже сейчас, уже
последние штрихи. Ну, много работ, и какие-то значимые работы будут QR-коды стоять, и вы можете телефоном раз отсканировать и перейти на то, как она писалась. То есть и такие фишки будут. Ну, и там какие-то тексты, какие-то советы там будет. Ну, будет интересно. Так что много работ. Я, правда, не считал. А чего считать-то? Ну да, давай дальше. Это как волосы посчитать. Зачем их считать? Есть они хорошо, нету лысый человек. Так, Галла. Или сколько вы сегодня рисинок съели? Ну, не знаю, вот столько. А сколько там? Зачем мне считать, сколько в этой плошке рисинок? Каша была бы вкусная. Галла спрашивает: Слава, когда вы объясняли тему тона, вы показывали для примера черно-белую фотографию. Вопрос: что мы там должны увидеть? Вот уже год об этом думаю, вопрос от Год начинающего. целый. Да ёксель-моксель. Гала, ну вот смотрите, что тут увидеть? Вот черное, например, да, у вас? А это серое. Все. Они отличаются на чуть-чуть. Бам-бам. А это еще светлее. Все. Вы смотрите на мир, прищурившись, и сравниваете одно с другим. Это с этим. Это с чем-то ближним. Ну и так далее. Делите весь видимый мир, ну, композиционного. Вы выстроили какой-то мотив. Разделите его на составные, на несколько пятен. Это ключевая вещь. Несколько – это значит не 100, а 6, 7, 8. Ну, вот сейчас вот вы смотрите, что здесь самое темное. Моя рубашка, там где-то, куда мне показывают сейчас, подожди, у меня рука. Нет, не туда. Окно дальше, да, здесь. Вот какие-то темные, просто вот рассеянно, расфокусировано сейчас, смотрите. Расфокусировано. Вы увидите несколько темных пятен. И они чуть-чуть друг от друга уже отличаются. Потом несколько серых, потом несколько самых светлых. Коровин говорил, что он начинал с самого темного. Он брал сразу раз, вот это вот окно, вот это он, бум, черную рубашку, бум, самое темное. Он говорил, что так живопись получается сочнее. Вот это мышление тоном. А потом уже цвет. Да, есть мордуленция, но как она, вот просто прищурьтесь, как она относится, ну, я не знаю, ну, вот к этому светлому, ну, она же темнее. Ну, и прокладывать прям сразу, раз ее по отношению к этому. Ну, в тоне она темнее, темнее. Темнее, светлее, темнее, светлее. Вот так мыслите. И потихоньку, ну, в общем, вот это, вот так надо мыслить. Да, ну Галла добавляет, что она хотела бы увидеть примеры непопадания в тон. По-моему, так легче понять от обратного. Ну, я думаю, что ты уже объяснил. Непопадание. Галя Грим. Гала Грим. Какое красивое имя. Непопадание в тон. Ну да, если вы промахнетесь и сделаете, например, это темнее, чем лицо, тут не попали. Надо исправлять. И вот это исправление, постоянное уточнение, из этого вытекает живописность. Она случается, потому что вы уточняете, вы ошибаетесь все время. Я бесконечно ошибаюсь и уточняю. Уточняя, получается вот эта живописная структура, такая мозаика. Я думаю, вы понимаете. Живописность появляется. Объяснить это? Вот никакие... Это я недавно услышал такую фразу. Никакие писания не дадут понять, почувствовать вкус манго. Никакие мои слова не дадут понимания, что есть живописность. Объяснить невозможно. Вот пытаюсь на пальцах как-то. И вы год не можете, значит, понять, что вот это вот отличается от этого. Ну, а что тут понимать-то? Что тут понимать? Что тут пить? Скоро Новый год. У всех новогоднее настроение. В июле бокал шампанского стоит. У меня ничего не налили. Ну, я надеюсь, в новогоднюю ночь мы еще с вами встретимся. Может быть, прямой эфир провести? Новогодний нельзя, да? Оливье тут поставим. Ну, я подумал. А это же будет воскресенье у нас по четвергам.
Ну, я поздравления запишу. А пока предварительно, это же все-таки большой праздник. Такой серьезный. Так, у нас сколько? 34 минуты. Так, еще вопрос есть? Вот Волперин говорит, что Так, значит... подожди, сейчас вы поняли, что такое тон? Напишите. Гала. Пока напишите. Он говорит, что значит вы и живопись умеете, и кино умеете, и музыку умеете. Круто. И картины надо Крутизна. считать в килограммах и тоннах. Я ехал как-то в Петербурге, значит, на пароходике, и экскурсовод, гид. Мы проезжали Спаса на Крови, по-моему, или какой-то там, значит, что-то, какой-то храм-собор. И она говорила, вот на мозаику этого собора, значит, потратили это 300 тысяч там, квадратных метров, килограммов там смальты. Я думаю, боже мой, произведение искусства считают в килограммах, в квадратных метрах. Блин, куда я попал? Это гид. Ну да, шутка, да. Ну, конечно, нельзя считать в килограммах, только в тоннах. Дарючка. Ну вот 3 человека хотят прямой эфир в Новый год. Прямо в 12 часов, да? Новогоднюю ночь. И, может, Вместо- порадуйте, вот Николай Говорин или Говорин, да? Может, порадуйте нас в новогоднюю ночь живописанием в прямом эфире. Прям пописать, да? Выйти сюда во двор, да? А что ж писать там, нечего писать. Ночь уже. Ночь. Ну, я подумаю, спасибо, Николай. Ну, круто, конечно. Ну, может быть, все-таки не ночь. Ну, как-то днем, может быть. Ну, можно подумать, да. Ну вот Михаил Андреев Днем. спрашивает. Первого все с будуна проснуться, а тут уже человек пишет. У меня было такое, даже есть картина, ну, такой небольшой, называется «1 января». То есть все спали, я встал, пошел тут через дорогу и стал писать утром. Помнишь? Мгм. Да-да-да, ну чего? Вячеслав, вас угнетает, Михаил спрашивает, Очень угнетает. как художника отсутствие солнца в зимнее время? Да ужас, конечно. Ведь у вас в основном в ваших работах игра Да, света и конечно, тени. естественно, угнетает. Боже мой. Кто-то недавно из Казани написал, что не хватает солнца. Так и здесь тоже. А в Петербурге еще меньше. Сильно угнетает. Угнетенные. В общем, да, мы же угнетенные странники. Очень угнетает. Ну какая живопись без солнца? Солнце только и ловишь в мозгу. Да, чего? Что еще? Стелла Сафонова спрашивает, Стелла, Слава, привет. ежедневный выпуск видео в течение 2 лет, это была аскеза или что-то другое? Да это же общение с друзьями, Стелла. Стелла приезжала ко мне в Таллин, да, по-моему, Стелла? Напиши. Была на классе. Мы писали. Я в Таллине. Это я там тебе рассказывал. Приехал в Таллин. Ты не увидишь на этом самом, на Airbnb где-то, я не знаю, на букинге я заарендовал, значит, комнатку. Она была, вы не поверите, значит, 1,5 на 1,5, и там было все, и туалет, и откидной столик, и все на свете. Я думаю, боже мой, как сделано. На 2 метрах. Ну да, вот я там жил в отеле. Ну, такой, в домике, в гостиничном. Так, что за вопрос там? Угнетает, что аскеза? Да ну почему аскеза? Это же общение, Стелла. Если бы этого не было, ну мы разве нашлись бы с тобой? Все это как-то так крутится, и одно другое. Ну, я же провожу классы, мы встречаемся с друзьями, коллегами, студенты, не студенты, это уже не важно. Ну, все мы учимся друг у друга. Какое-то создается сообщество, ну, такая банда, палата, расширяется, превращается в госпиталь. И потихоньку выздоравливаем. Что там есть? Ну, Стелла пишет, что она в Москве была, видимо, на классе. В Москве? Ты была в Москве, а в Таллине? Разве нет? Стелла Сафонова. По-моему, она приезжала ко мне в Таллин. В Москве я помню, да. Да, что-нибудь еще есть? Да, секрет молодости ваш. Ну, может быть, это не вопрос, а просто с улыбкой. Так, Юля, это приятно. Да. Татьяна пишет. Татьяна. Так, Татьяна, утром завтра просыпаемся. Значит, ну, я встаю, значит, 8:30. Это у меня чего? Это я иду с этой бутылочкой на тренировку.
Но обычно это 1,5 часа, Да. 1,5-2 часа. Тренировки каждый день. И кровушка, она же там по сосудам, мозги хорошо работают, сердце и все остальное, естественно. Вот. Хорошее питание, значит, БЖУ, белок, жиры, углеводы, баланс 40 на 40, руб 40 и 60, да? Мгм. 40, 40, 60. Нет, не так. 30, 30, 60? Мгм. Нет, 30, 30. И 40. Вот Юля спец по БЖУ, по всему этому делу. Она мне очень помогает правильно выглядеть, да. Борис Марковкин Борис, привет. Санкт-Петербург. спрашивает, да, писали ли вы когда-нибудь в Петербурге? Борис, на вы. Я не могу. Я всегда на ты, а он на вы. Не писали, Борис, но собираюсь приехать. Может быть, очень скоро и провести даже класс, Борис. Значит, Лена Ушакова сказала, что она не сможет приехать, но Лена Бугрова откроет, значит, двери ее мастерской с видом на шикарный вид на Неву. И терраса какая-то есть там, и с нее мы сможем поработать. Но я думаю, один день будет класс, и я хочу еще заснять, я говорил, да, выставку Фешина и Сурикова посмотреть. Так что в январе давайте проведем это дело и попишем. Борис, я очень рад твоим успехам. Просто, я лайки ставлю ему, он просто такое развитие. Вот человек, который приехал, Борис, ты сколько у меня был на классе, напиши, раз, два, три. И такой прорыв мощный, что я просто сижу, сейчас смотрю на твои работы и восхищаюсь, какое у тебя изменилось, как оно изменилось. Видение напиши пару слов, что было толчком. Потому что так писать, так мощно, это прям большая редкость, умница большая. Ну, попишем, пока не писал в Петербурге. Не. Еще есть? Ну, Пора вот заканчивать. Гала по поводу тона, 42 она минуты. пишет, что я пойму, наверное, только на примере, если увижу одну и ту же работу, пусть даже очень маленькую, но одно написано с попаданием тона, а другое без. Ну, какие-то условия вы ставите. У меня есть эффект шляпы. Ну, как это вам показать-то? Сейчас найдем, сейчас. Мы быстро сейчас все сделаем. Сейчас вы поймете это все в один момент. Так, мастер-классы. И что? Вот смотрите. Вот есть. Ой, она куда загружает в Photoshop. Ну, я сейчас загружу по-другому. Открыть фотографии. О, Photoshop, куда далеко. Сейчас сделаем. Смотрите, кто еще не видел это фото. Это было в Америке, в Калифорнии. И был парень. Юлечка, скажи, там будет видно? Вот так буквально. Вот сейчас вам видно или нет? Ну, так, наполовину, но нормально. Ну, давай еще пододвинем. А вот так? Вот так хорошо. Вот смотрите, был парень и стоял напротив вот этого неба, да? Я так залюбовался, сделал фото. И смотрите, что... Ой, и смотрите, что дальше. Куда же это? Мне так просто неудобно. Сейчас. Вот он, да? Ну, опять двойной щелчок у меня выводит на Photoshop. Сейчас, друзья, зато будет понятно. Вот он, парень. Вам видно, да? Смотрите. И как вы думаете, да что ж такое? Какого тона небо и шляпа? Пишите. Вот сюда сейчас расположу, и вам будет все видно. Дорогие мои. Опа. Опа, смотрите. Вот я делаю туда-сюда.
вы видите, что один тон шляпа и небо. Как интересно. Вы представляете, какие у нас возможности возникают, когда мы мыслим тоном. Тон один, а цвет разный. То есть мы мыслим не цветом, что бы это ни было, а его светлотой. Меняется сразу все. Все остальные вещи, там, вот это к этому. Видно, да, Юля? Мгм. Вот это к этому, это понятно. А вот это к этому, но это сильно непонятно, правда? Тут понятно, и это к этому понятно. Вот себе просто снимите когда-нибудь, вот главное, чтобы было там теплое и холодное. Ну, что угодно дома, возьмите лист бумаги. И чтобы были еще что-нибудь, какие-нибудь тональности. Вот здесь, смотрите, раз, два, ну, вот это все, 2, 3, 4. Ну, там кусок 5. 5 тональностей. Снимите и поупражняйтесь на этом. В цвете и в тоне можно подписать. Ну, вот я думаю, вот этот пример, их много на самом деле, этих примеров. Я в роликах так бывало показывал их. Но это просто надо в деле сделать, чтобы раз и навсегда снять эту проблему. Да, но многие пишут, что одинаковые, да, цвета, тон. Гала пишет, что светлый. Михаил пишет, что яркие цвета трудно различать в тоне. Трудно, но возможно. Давайте мы на этом, друзья, закончим. С наступающим Новым годом. Значит, Николай Говорин просил меня пописать что-нибудь в эфире. Ну, подумаем, как это сделать. Ну, не в эфире, так, значит, просто попишу и вам покажу. Да, Борис Морковкин написал тебе там ответ. Сейчас, подожди. Борис, привет. Что тут происходит? Ага, сейчас. Борис, начинает закладываться своя линия, свой стиль. Язык. Благодарю тебя, Слав. Ну, чуть повыше еще. Повыше. Ты очень много мне открыл и заложил, а потом пошло-поехало. Да, не сразу, но постепенно приходит понимание на фоне знаний, общения, насмотренности и что самое интересное. Ну вот вам живой, друзья, всем пример Бориса. Так что, Борис, успехов, всем нам успехов. И в новом году шедевров. Да, всех с наступающим С Новым годом. наступающим, друзья. Лайки-то все сейчас... Кто-нибудь хоть поставил что-нибудь? 5 лайков за весь эфир? 7. 7, да? Круто. Ой, круто. Я думаю, что больше не буду выходить, если не будете ставить.